Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио. Я планирую сделать новый румбокс для кукол. И в этом видео хочу начать с моей мечты уютного эркера. А дальше достраивать румбокс мы будем уже в следующих видео. Как и в прошлый раз, строить я буду из пенокартона, купленного в канцелярском магазине. Но, конечно же, подойдет и толстый картон, и фанера, и даже пластиковые листы. Мой пенокартон толщиной 5 мм, поэтому все размеры я буду делать исходя из этого. Смело корректируйте их, исходя из своих материалов. Части эркера можно вырезать и отдельно, но я хочу сделать литой. Вырезаю прямоугольник 34 на 44 сантиметра и делаю разметку. Сверху и по бокам рамка по 2 сантиметра. Отступ от нижнего края 10 сантиметров, а затем еще 2 сантиметра. Центральное окно 15 на 20 сантиметров, а боковые окна 10 на 20 сантиметров. Между ними пропуски также по 2 сантиметра. Если будете вырезать отдельно, то ориентируйтесь на мои пунктирные линии. Теперь аккуратно прорезаю окна. А чтобы согнуть свой цельный эркер по нужной форме, посередине между рамами, сверху до самого низа, прорезаю только верхний слой картона. Затем загибаю боковые окна под желаемым углом. Как раз по этим линиям разметки и вырезаются отдельные окна. Для того, чтобы зафиксировать углы, делаю вставки из плотной бумаги, сложив их треугольником. Где центр – это желаемое расстояние между рамами, а боковины равны толщине материала. Чтобы еще больше укрепить вертикаль, в эти треугольники я вставлю бамбуковые шпажки, промазанные клеем. Лишнее обрезаю. Если шпажек нет, то можно натолкать по очереди зубочисток. Вырезаю 3 детали трапеции. С верхней стороной 17 см, основанием 34 см, боковинами по 13 см и высотой 10 см. Приклеиваю их сверху и снизу. Третью трапецию пока не приклеиваю. Это будет сам подоконник. Теперь займусь окнами. Для стекол я возьму плотную ПВХ пленку толщиной 1 мм, известную также как гибкое стекло. Но можно взять и пластик, например, из контейнеров или упаковок.
окна хочу сделать с растекловкой. Для этого я возьму плотный переплетный картон толщиной 1 мм. Сначала делаю раму. Вырезаю 8 полосок длиной 20 см и шириной полсантиметра. И 8 полосок 15 см и также шириной полсантиметра. Концы подрезаю под 45 градусов, чтобы потом они состыковались. Затем склеиваю детали по две, чтобы получилась толщина в 2 мм. Для самой растекловки я предпочитаю всегда красить заготовки перед склейкой, так как затеки клея не всегда окрашиваются, да и чтобы после приклеивания не заляпать все стекло. Крашу акриловой краской нарочито небрежно, чтобы были видны полосы от кисти, так они будут больше похожи на настоящие деревянные доски. Сначала склеиваю между собой детали рамы. На готовую разметку накладываю детали растекловки. Выравниваю и обрезаю лишнее уже на месте, так как погрешность неизбежна. Картон буду клеить на ПВА столяр. Из пленки вырезаю стекло 19,5 на 14,5 см. Наклеиваю сверху готовую растекловку. На этот раз возьму секундный клей-гель. Подойдет любой клей, который предназначен для пластика, резины и стекла. С другой стороны приклеиваю вторую рамку. И, ориентируясь уже на готовые линии, приклеиваю остальные детали растекловки. Боковые окна я хочу сделать раздвижными. Технология не новая и давно полюбилась миниатюристам. Для одного окна вырезаю детали рамки, вертикальную планку, горизонтальные разделители и горизонтальные планки, а также две детали из пленки размером 9,5 на 9,5 см. Склеиваю таким же образом все детали окна. Так как это окно будет открываться вверх, его толщина будет складываться из общей толщины двух половинок. Поэтому на обратную сторону я приклеиваю такие же детали, но вырезанные из обычного канцелярского картона. Вклеиваю в эркер центральное окно. А также верхние половинки боковых. Их вклеиваю вровень к внешней стороне стены, оставляя отступ от внутренней стороны. Нижняя часть окна будет подниматься и скользить как раз в этом отступе. Нижний край боковых окон выравниваю с помощью полоски тонкого картона.
Также нужно вставить рамки направляющие. Отрезаю 8 полосок длиной равной пустой нижней части, а шириной равную ширине верхней рамки. Толщину распорок нужно сделать равную толщине окна. Для этого склеиваю все полоски по две, крашу их акрилом и приклеиваю также ближе к внешней стороне. Сравняв толщину с верхним окном, получаю своего рода рельсы для подъема нижнего окна. Для того, чтобы окно не вываливалось, нужно сделать рамку-держатель. Вырезаю детали, срезаю уголки и приклеиваю, заступив на окно примерно 2 мм. Но клей наношу только на сторону пенокартона, так как нижнее окно должно свободно двигаться под ними. Такими же рамками оформляю и остальные окна. Из кусочка скрепки делаю маленькую ручку и приклеиваю ее на нижнюю часть окна. Теперь займусь подоконником. Для того, чтобы он не прогибался, нужно сделать ребра жесткости. Из того же пенокартона вырезаю два прямоугольника 10 на 8,5 см. И так как я хочу сделать съемный подоконник, ребра приклеиваю только к нему. На открытые участки пенки я приклею полоски тонкого картона. Также можно сделать полочки. А еще мне захотелось попробовать сделать вот такие съемные заглушки. Отрезаю кусочек картона, равный промежутку. Я взяла более плотный. Сверху и снизу приклеиваю полоски 3 см шириной. На сам картон можно наклеить любую фактуру или декор. Например, приклею полоски по 5 мм для имитации вагонки. Можно даже сделать заглушки двухсторонними. На скошенных частях также делаю скосы на ушках. И вот такой уютный эркер у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.